зрителей, я хочу немножко рассказать о сравнительных характеристиках пород джерсийский гигант и черный австралорп. Люди спрашивают, после того, как я опубликовал ролик про австралорпов и про джерсийских гигантов, какую же породу им держать. Хочу сразу сказать, каждый решает для себя сам. Мне нравятся обе породы, но сейчас, скорее всего, буду вставлять именно джерсийского гиганта. Значит, хотя австралорпами занимаюсь уже достаточно долго. Какие плюсы у австралорпов? Достаточно спокойная птица, крупная, то есть вес кур на третьем году жизни живой порядка 3 килограмм, петуха около 4 килограмм. И очень скороспелые. Яйцо дают первые где-то 4 месяца. В 3,5 месяца можно забивать петушков, которые предназначены на мясо. Вес в этом возрасте живой у птицы достигает примерно 2,5 килограмм. Ну, не все, конечно. Средний вес, будем так говорить, в возрасте 3,5 месяца где-то 2,300-2,400. Соответственно, тушка весит от кило 700 до 2 килограммов, некоторые экземпляры весят. А мясо очень вкусное. По характеру петухи, конечно, боевые по сравнению с другими породами. Не позволяет жить с собой в семье конкурентам. В принципе, это относится и к джерсийским гигантам, но джерсийский гигант созревает в возрасте достаточно таком, по сравнению с австралорпом, поздним, то есть о том, что он петух, он начинает понимать где-то месяцев 6. Исходя из этого, до 5 месяцев они живут совершенно мирно, друг друга не трогают. Бывают некоторые индивидуумы очень скороспелые, но это исключение из правил, исключение, подтверждающее наличие самого правила. Соответственно, джерси созревают позже, они созревают, петухи, в возрасте 5 месяцев, имеется в виду, набирают вес. До этого смысла резать их нет. Растут они очень своеобразно. Где-то до 4 месяцев растет костяк птицы, то есть они большие, такие мощные, а по весу достаточно легкие, рыхлые. Соответственно, в 5 месяцев они уже успевают за этот месяц набрать веса и весят где-то 4,5 килограмма. В этот момент их можно смело резать, потому что в последующем вес они набирают очень незначительно. То есть особо крупные экземпляры, возможно, к году и наберут там 5,5 килограмм. У меня джерси в возрасте 9 месяцев весили 4,700. То есть, соответственно, разница между джерсийским гигантом в 5 месяцев и в 9 месяцев была мизерная. Там 300-400 грамм. Смысла держать их до этого возраста нет. Но опять-таки, по сравнению с австралорпом, 5 месяцев и 3,5 месяца. Там тушка кило 750, 3,5 месяца. Здесь 5 месяцев тушка будет весить 2,750, где-то на килограмм больше, чем у австралорпа. Ну и разница в возрасте, соответственно, 1,5 месяца. Куры несутся очень хорошо, и те, и другие. Единственное, джерси в более позднем возрасте созревают. Соответственно, в литературе написано, что они должны начинать нестись в возрасте 6,5-7 месяцев. У меня почему-то первые куры занеслись намного раньше. 2 или 3 курицы занеслись буквально в возрасте 5,5 месяцев. Но основная масса, да, занесла где-то в возрасте 6,5 месяцев. И несутся очень хорошо, очень активно. То есть на данный момент, несмотря на перепады температуры, влажности, погода очень неустойчивая, в среднем 7 яиц в день. Доходило до 8, бывало 6, был провал до 4 снижалось, буквально день или два, потом, значит, все это дело восстанавливалось.
В среднем я считаю 7 яиц в день на 9 кур. Австралорпы первый год несутся очень великолепно. То есть в день от 5 кур можно и 5 яиц получить. На второй год они, как я уже говорил в ролике, снижают незначительно. Если в первый год они несут, грубо говоря, 2 через 1, либо там 3 через 1, второй год они несут примерно 2 через 2 или там яйцо через день. На третий год очень катастрофически практически падает, и яйценоскость у них снижается, ну, до абсурда, вплоть до того, что вот прежде чем я приступил к забою птицы, на 5 кур приходилось по одному яйцу. Птица, имеется в виду черный австралорп, способна к самостоятельному высиживанию. У меня была квочка, которая великолепно высадила цыплят. Более того, параллельно с тем, как у меня сидела наседка, я заложил яйца в инкубатор. И, соответственно, потом подпустил под нее цыплят, которые вылупились в инкубаторе. Она великолепно подняла и своих, и, соответственно, приемных детей. Водила их чуть ли там не до 3 месяцев, активно очень их всему учила, защищала. Очень хорошая квочка. Потом она на следующий год еще раз пыталась садиться, но не в неурочное время. С 3-4 раза я это учил, после этого попытки она прекратила. Про джерсийских гигантов также сказано, что они неплохие матери, но в связи с тем, что у них большой вес, давят яйца. Пока не знаю. Пока у меня джерсийские гиганты на яйцо не садились, они молодые еще достаточно. То, что курица сидит на гнезде, я очень плотно проверял, когда была необходимость добрать яйцо для человека, который заказал. Я утром пришел, чтобы забрать свежеснесенные яйца, и увидел, что на гнезде сидит курица, попытался ее сдвинуть, чтобы забрать те яйца, которые под ней. Ничего не получилось. Помимо того, что она голосом и клювом меня там предупреждала, еще уперлась на гнездо так плотно, что яйцо забрать не получилось. То есть вполне вероятно, что есть какая-то опасность того, что при насиживании может подавить яйца. Но в моем понимании, если вы этого дела опасаетесь, просто необходимо положить немножко меньше яиц, хотя она достаточно большая подруга и может насидеть и 18, и там 20 яиц, 21 яйцо. Положить здесь 11 яиц, кто-то ложит четное количество яиц, кто-то нечетное, не могу понять вот почему и как. Вот, небольшое количество яиц, и я так думаю, что она будет более аккуратно с ними обращаться. А если хотите, чтобы она вводила большее количество цыплят, и у вас есть инкубатор, то как бы параллельно заложить. Если инкубатора нет, и просто у вас в хозяйстве есть куры джерсийского гиганта, которые сидят на яйце, ну тут уже либо рискуйте, ложите большее количество яиц, либо ограничивайтесь небольшим количеством цыплят. Вот, то есть по характеру в взрослом возрасте они примерно одинаковые. Джерси, конечно, более флегматичный. Цвет одинаковый. По массе джерсийский гигант немножко превышает австралорпа. Больших параметров для сравнения я не вижу. Официально джерсийский гигант это мясная порода, австралорп мясо-яичная порода, хотя в принципе я бы со своей стороны назвал джерсийского гиганта это крупная мясо-яичная порода, в плане того, что она дает и мясо, и очень неплохо несется. Яйцо крупное. Пока птица молодая у меня, несмотря на то, что она уже вышла по параметрам яйца на инкубационной, то есть весит яйцо сейчас 60-62 грамма. В описании там яйцо до 70 грамм доходит. Надеюсь, что с возрастом немножко отвлечься. У австралорпа яйцо в среднем где-то от 60 до 65 грамм. Иногда там выскакивают более крупные экземпляры, там 67-68 грамм. Но среднее яйцо где-то 62-63 грамма.
В первый год они достаточно быстро набирают вес. Яйца для того, чтобы его можно было инкубировать, то есть где-то на 6-й месяц уже масса яйца где-то грамм 55 идет. Вот. В первый год где-то 55-57 грамм яйцо у австралорпа. Второй год, соответственно, уже от 60 грамм. Яйцо розовое, красивое такое, отличается от яйца по форме, от яйца других птиц по форме, по окраске. Очень вкусное, но, во всяком случае, на мой взгляд. У джерси немножко более темное яйцо и, как я уже сказал, немножко превышает по массе. В общем-то, вот такие сравнительные параметры. Для кого важным является время, в течение которого можно получить максимальный выход мяса. То есть, наверное, все-таки оставлять австралопов в каком плане, что в 3,5 месяца уже можно забивать петухов. Курочки в 4 уже начинают нестись. Тех, для кого важен параметр получения количества мяса от одной отдельно взятой особи, то, конечно, джерсийский гигант. То есть вы заложили в инкубатор 40, допустим, цыплят, знаете, что примерно будет 20 петушков. Вот от этих 20 петушков, пускай не за 3,5 месяца, а за 5 месяцев, вы получите мясо, значит, 1,5 раза больше, чем от австралорпа. Вот. Ну, соответственно, о том, насколько изменится свиноскость джерсийского гиганта на следующий год, узнаем в следующем году. Если мой рассказ был для вас полезен, если какие-то выводы для себя сделали, очень замечательно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, рассказывайте друзьям. До новых встреч!